Друзья, всем привет! Вы на канале Сельский объектив. Меня зовут Оля. В этом году у нас и правда был супер сенокос. Хорошая погода постояла, как и обещали, с 4 до 14 июля. Была прям такая жара, тяжеловато, конечно, но огромный плюс, что сено сохнет очень быстро. Спасибо всем за пожелания в предыдущем видео. Мне кажется, не без вашей помощи нам весь сенокос сопутствовала удача. Были, правда, пара неудачных моментов. Подвел нас ЛУАЗик прямо в разгар сенокоса. Тратить время на его ремонт не стали. Обошлись на этот раз без ЛУАЗика. И у красного МТЗ немного подвела гидравлика. Но Вова с ней быстро разобрался. Последние рулоны закатали 14 июля. Могли закончить сенокос и пораньше, если бы Вову не вызвали 2 раза на работу. Но, благо, мы все успели. Как это было, смотрите в нашем видео. Поддержите, пожалуйста, наш канал подпиской, лайком и комментариями. На этом поле мы когда-то в 2018 году сами вручную сеяли козлятник. И вот он такой нарос. Что, ему тут уже, наверное, 4-й год пошел. Вот, это все козлятник тут. Но он, конечно, посеян так, где-то густо, где-то пусто, потому что вручную сеяли. Просто руками разбрасывали, и я потом бараной трактором забаранивал. И тут это поле примерно 5 гектаров. Когда мы взялись за поле, оно зарастало елками и соснами. Помогали нам чистить поле от деревьев и сеять наши друзья. В то время о сеялке мы только мечтали. Но даже с ЛУАЗика вручную, дружно и весело поле засеяли. И теперь из года в год оно дает нам достаточно сена. Володя, улыбку на память. Замораживаем? Да. Только семена летят. Это
А это кто кидает? Так, давай отойдем. А это кто кидает? Кто кидает? Папа за рулем едет, вот, видишь? А кидает дядя Вова с дядей Максимом, видимо. Все-таки прижился козлятник. А говорят, он очень прихотливый во время посева. Но я покупал эти бактерии, разводил водой. Суспензия такая, или как сказать, жижа такая с бактериями. Она специально для козлятника идет. Там эти клубеньковые бактерии для корней. Вот смотрите, уже стручки набирает. Уже отцвел и стручки уже. Вот в самый раз такой коровам кушать. Вот тут сеяли руками, пахал, обрабатывал, и здесь и трава более-менее нормальная. А козлятник, он не выходит с поля. Его один раз посеял, и он растет и растет. Он очень такой устойчивый. Если он приживется при посеве, то он очень такой устойчивый и массу дает очень хорошую. Вот он какой нарос. Мощный. И он, главное, его несколько укосов можно за год делать. Он очень быстро вырастает снова на отаву. То есть первый раз скосил, и потом отава снова быстро очень растет. Вот уже тоже стручки набрал. И коровы очень любят его. И такими, и в сене. Потом, может, и там тоже то поле засеять такой же травой. В том году, да и вообще все годы у нас здесь по краю, по вот этому краю, по выступам, по берегу, был электропастух натянут. Сейчас мы часть реки оставили в надежде, что они сами научатся пить, подходить к реке. Но существует вероятность того, что они смогут ее перейти, реку. Хотя вот в хозяйстве, в котором мы брали вот эту вот корову, тёлка еще молодой, Дашу, на той ферме тоже у них с одной стороны электропастух был натянут, а по другой стороне шла речка. Но она раза в 3, наверное, ручей был. Меньше, раза 3, чем у нас. И они боялись, они не переходили. Только открыли им полностью берег реки открыли им, и они измерили просто все берега. Ходят там, бродят, грызутся. Главное, чтобы речку не научились переходить. Для меня это самый большой страх. Когда иду проверять электропастух, и все их нет и нет, на моем пути нет и нет. И я думаю, ну капец, сейчас приду, а их нет. А они где-нибудь уже на другом бережку пасутся. Нет, все-таки все в порядке. Грабли ГВВ-6М.
Грабли 2018 года выпуска, покупали их новыми, используется 4-й сезон службы. В прошлом году мы это поле не косили, травы на пастбищах было мало, и поле мы пригораживали электропастухом для коров. Хотели, чтобы козлятник прошел полный цикл и высыпал семена, а коровы их затоптали. Так и получилось. В этом году на поле появилось много молодого козлятника. С 5 гектаров собрали 44 рулона. Если бы козлятник рос полностью на всем поле, то, наверное, собрали бы больше. Какие зелененькие рулоны получились. У нас давно не было такого зеленого сена. В прошлом году мы сенокосили уже в августе, поэтому сено у нас было, трава была полусухая, и сено уже такое желтенькое было. А тут прям такое зелененькое, душистое сено. Коровы будут очень рады такому сену. Вот на нашем поле, на большом, Вова гребет, а я кошу потихоньку. Вот здесь остался небольшой участочек скосить, а вот там вот справа вдоль леса, там, конечно, побольше полоса. Не знаю, успеем ли мы скосить на этой неделе или придется ждать следующую хорошую погоду. На улице 28 градусов. Мы вовсю косим. Косим и днем, и вечером. И позавчера Вова и ночью косил где-то до 3 часов ночи. Потому что нужно успевать. Погода не ждет. Вечером, конечно, косить гораздо легче, чем днем. И самому легче, и трактору легче. Днем косить тяжело, жарко, и трактор нагревается. Приходится останавливаться через 2-3 круга, чтобы немножко отдохнуть. Марсик. Ух ты, Марсик. Время 9 вечера. У нас стоит жара. Весь день коровы лежат в лесу. Лесочек у нас пригорожен в тенечке. А вечером уже выходят пастись на вечернюю пасьбу. Вова прессует рулоны. Вечер, уже почти закат. А я принесла ему ужин. Вот такой ужин фермера. Земляника, творог, оладушки и чай. Еще там сметанка. А сама иду к синему трактору, буду косить дальше. Поехала продолжать косить. А тут такие земляничные полянки, что прям жалко косить. Надо было брать с собой какую-нибудь плошку. Такая крупная земляника. Надо было брать с собой какую-нибудь плошку, чтобы собрать ее. Так ее здесь много. Какая вкусная, сладкая.
У меня уже земляничное стекло. Кошу траву вместе с ягодами. Ну что поделать? Мне важнее сенокос, чем земляника. После рассказа про море земляники мама пришла к нам на поле собирать землянику. Вот одни тут полеживают, лежат. У нас нынче 2 пастбища и 2 стада. Одно вот такое небольшое. Маня с Кубиком. Нива встает. Ой, ты что, Нива, падаешь-то? И Коршик с ними. Да? Кубичек? Кубичек, тебе жарко тут лежать-то. Чего вы тут на солнышке-то разлеглись? Шли бы в тенечек. Я сижу у речки, в тенечке, качаю воду нашим коровам. Здесь такая прохлада, так хорошо, даже уходить не хочется. Так, воду накачала. Пойду проверю, как там коровы. Они обычно вот в этом лесу прячутся от жары. Траву они здесь уже всю подъели. Остались вот такие только островки. Вот этих цветов, они их не едят. А так просто, можно сказать, подчистую все выгрызли. Нужно их уже переводить на новое пастбище. Так, ну что, как дела у вас? А? Полеживают. Ну, Даренка уже ест рулон новый. Вова вчера завез им рулон свеженький. И вот что от него осталось. Совсем немножко осталось. Похоже, до завтрашнего дня съедят. Остальные все лежат. Полеживают, да? Ну-ка, малыши, как у вас дела? Марсик у нас. Марсик. Подрос. Марсик. Малыши, как дела у вас? Все жуются. Буранчик спит наполовину. Так, Бусинка. Как дела, Бусинки? Ладушка тоже жуется. Да? Бусинка лежит. Ух ты, Бусинка. Нацепила мусора, да? Бусинка. Я вам водички закачала, так что идите пейте. Малыши. Малыши. Ладушка. Ух ты, Ладушка. Это кто у нас? Даша? Ну, живот у тебя наела, да? Наелась свежего рулона и тут и улеглась. Ну ты вообще даешь. Нет, пауты-то все-таки есть у них. Но паутов не так много, потому что мы их обработали цифлунидом. Мало паутов, но есть все-таки. Поле с люпинами сено собрали частично. Там, где можно было еще отделить люпин. Где люпина было много, собирать не стали. Получилось 20 рулонов. Какая яркая зеленая полоса виднеется слева от поля с рулонами. Это наши посевы. Клевер еще маленький, а овес хорошо подтянулся. Есть сорняки, но их не так много. Овес их должен вытеснить. РФ 110. Уже 5-й сезон, наверное. Или 6-й.
тут пока ничего, работает. Чем мне не нравится, его постоянно надо чистить от этого сена и трухи. Каждый раз, когда поработал. Барашки постоянно теряются. Точнее, они сами не откручиваются. Когда вот так вот в поле что-то делаешь, откручиваешь, они из рук падают, где-то теряются. Это мне товарищ сделал на 3D принтере. Это уже копия. Вот это оригинальная, а это копия на 3D принтере сделал мне товарищ. Вот это тоже напечатано уже на принтере. А вот это родная, стандартная. ASM 2016 год. Я так понимаю, это одна из первых партий. 49 номер всего лишь. Погрузчик с трактора снял. Хорошо, когда погрузчик съемный. Когда не надо, взял, скинул. Сейчас нам надо подготовить пресс к прессованию. Значит, смазать вот эти пресс-масленки. И здесь на валу. Вот они. Это я прессовал еще самое первое. Не успел ничего смазать. Туча шла, быстрее подцепил и погнал прессовать. Литол такая жирная штука, что с рук потом хрен отмоешь. Прямо руки жирные становятся. Вот мы поехали на поля. Оля на красном с прессом, а я на синем с косилкой. Там осталось немножко докосить. Вова там рулонит. Я закончила косить. Все, это поле скошено.
Здесь тоже получились зелененькие рулончики. Немножко ему осталось. Допрессует и поедем домой. С 30 гектаров на этом поле получилось 290 рулонов. Масал УАЗик в самый разгар сенокоса. Вот сейчас чиним. А было дело в карбюраторе. Вот проблема. Жиклер главный подачи топлива из поплавковой камеры сам выкрутился. И поэтому он не заводился и не работал. Гайка, до которой хрен доберешься. Тебе видно, да, что я не кручу? Да. Это специальный ключ загнул так. Чтобы только эту гайку закручивать. Вот, все работает. Сенокос 2022, можно сказать, завершен. Всего мы сделали 374 рулона сена. Но мне кажется, этого мало. Я надеялась, что будет хотя бы 400. Но мы еще ждем, когда вырастет овес, и надеемся еще и овес собрать в рулоны. А может быть, в этом году получится взять второй укос, что будет прямо удивительно, потому что еще ни разу такого у нас не было.